Приветствую всех гостей канала «Жизнь женщин». Давайте разберемся, почему лентяи порой бывают гораздо успешнее своих более активных сверстников. Лень – качество, присущее всем нам, в большей или меньшей степени. С самого детства нам твердили о том, что терпение и труд все перетрут. А вот лентяям быть зазорно. Нас пытались убедить в том, что люди, не страдающие трудоголизмом, как правило, ничего в жизни не добиваются. Однако все эти утверждения не более чем устаревшие стереотипы. А что если лень на самом деле помогает стать более успешным? История дает нам много ярких примеров, когда ленивые люди достигали больших успехов. Многие великие люди были невероятно ленивы, включая Дарвина, Эйнштейна, Ньютона, Пикассо, Менделеева. Им удалось добиться невероятного успеха и обрести широкую известность во всем мире. Это доказывает, что ленивые люди могут на самом деле пойти далеко, и лень даже может быть большим преимуществом. Вот 10 причин, почему ленивые люди имеют много шансов стать успешными. Первое. Они креативно мыслят. Нет ничего хуже для лентяя, чем потратить несколько дней на решение одной задачи. Именно поэтому они используют все возможности своего мозга для того, чтобы придумать, как прийти к своей цели в максимально сжатые сроки. За счет этого и развивается креативное мышление. Даже ученые подтверждают, многие гениальные идеи приходят в голову тем, кто старается экономить свои силы и время. Билл Гейтс говорил: «Я всегда буду искать ленивого человека для работы, ведь он найдет много легких путей для решения поставленной задачи». Действительно, такой сотрудник будет искать способ быстрее завершить проект и постарается получить лучший результат с первого раза, чтобы не переделывать. Второе. Они правильно расставляют приоритеты. В то время как трудоголики приступают к решению задач незамедлительно, ленивые люди спрашивают себя, зачем это сделать. Правильная постановка вопроса позволяет не тратить время и силы на второстепенные вещи, которые мало влияют на результат. Когда уже и вправду нельзя сопротивляться работе, лентяи задаются вопросом, а действительно ли я должен это делать? Подчас крайне полезно спрашивать у себя подобные вещи. В ходе размышлений может выясниться, что вам давно пора уходить с нелюбимой работы или сменить круг общения. В начале XX века итальянский экономист Вильфредо Парето сформулировал закон, согласно которому 20% усилий обеспечивают 80% успеха. По этому закону гораздо выгоднее приложить минимум усилий, но к правильным рычагам. Третье. Они знают, когда отдыхать. Если труд обычного человека похож на марафон, то у ленивого это короткие спринты, чередующиеся отдыхом. Люди, которые не знают лени, могут работать до седьмого пота без выходных и отпуска. Они снова и снова взваливают на себя десятки обязанностей, думая, что лишь так можно добиться успеха. Но в конце концов излишний трудоголизм приводит к нервному срыву. Люди, которые все время напрягаются, стареют быстрее, их память ухудшается. Лентяи же отличаются тем, что никогда не отказывают себе в заслуженном отдыхе, зная, как он важен для их организма. В итоге за тот же период времени ленивый человек выполняет столько же дел, только из-за постоянной смены занятости он чувствует себя более расслабленным и практически не подвергается стрессу. В результате ему чаще удается сохранять позитивный настрой, избегать стрессовых ситуаций и радоваться мелочам. Так что если вы ленивый человек, расслабьтесь и продолжайте быть ленивым. Четвертое. Они умелые оптимизаторы. Ленивые люди очень изобретательны, когда дело доходит до организации их работы. Лентяй не видит смысла в однообразной монотонной работе, поэтому он всегда старается автоматизировать повторяющиеся процессы, поскольку нет ничего более раздражающего для лентяя, чем обычная монотонная работа. Они пытаются сделать жизнь проще. Благодаря таким изобретателям веник сменился на пылесос, а затем на робота-пылесоса. Чтобы копать почву, они изобрели машину для землеройных работ, и примеров таких масса. И если вы встречаете очередной лайфхак, не сомневайтесь, его придумал ленивый человек, потому что не ленивый сделал бы как положено, а не как проще. Они искусно используют технологии. Не обязательно изобретать что-то новое, можно использовать готовые разработки.
Ленивые люди регулярно проверяют, не появилось ли что-то, что сняло бы с них рутинные задачи. Они в курсе всех технических новинок. В наше время существует множество программ, приложений и устройств, которые позволяют людям делать свою работу гораздо быстрее. Ленивые люди знают о всех этих вещах и используют их, чтобы выполнять задачи в 2 раза быстрее. Например, если они работают над документом, они не просто пишут его, после чего он будет направлен редактору, менеджеру и кому-либо еще на проверку. Это бы заняло слишком много времени. Они просто создают документ Google, дают людям доступ к документу, чтобы они смогли его одобрить или внести исправления. Это упрощает весь процесс работы, экономит много времени и позволяет им быть ленивыми намного дольше. Американский профессор Арнольд Людвиг проанализировал более 1000 человек, которые достигли наибольших успехов в своей жизни. И он пришел к выводу, что помимо наличия какого-то природного таланта, вы должны уметь напрасно тратить время. Конечно, это может звучать парадоксально, тем не менее, даже Эйнштейн имел обыкновение говорить, что скука– отличный инструмент для развития вашего воображения и творчества. Они лучше видят риски. Чтобы эффективно выполнять задачи и ничего не переделывать, нужно заранее подстелить соломки там, где система может нарушиться. Поэтому ленивый человек заранее видит риски и делает все возможное, чтобы их устранить. Они хорошие лидеры. Ленивый человек не только сам выполняет задачи быстро и эффективно, он грамотно распределяет их между людьми, работающими над проектом. Никаких лишних телодвижений и дублирования обязанностей, только слаженная работа на результат. Они умны. Нужно быть действительно умным, чтобы быть ленивым на работе. Если речь идет не об отпрыске миллиардера, конечно, но их не так много, чтобы включать в статистику. Ленивому необходимо найти способ не делать ничего большую часть времени, но при этом выполнить все задачи вовремя. Сотрудники бывают умными или глупыми, ленивыми или трудоголиками. Если вы умны и ленивы, вероятнее всего вы являетесь наиболее эффективным работником вашей компании. В офисе вы должны быть уверены, что справитесь с задачами вовремя, даже если весь день разглядывали страницы одноклассников в соцсетях. Ленивому фрилансеру ум нужен еще больше, чтобы иметь возможность брать 10 дорогих заказов вместо 100 дешевых. Поэтому развитый интеллект– ключ к успеху, если вы хотите делать меньше, а получать больше. Они предприимчивы. Часто люди очень предприимчивы. У них есть много идей и проектов, поскольку их ум не переполнен посторонними мыслями и обязанностями. Они мудро распределяют обязанности по категориям. Для них важно, чтобы процесс работы был не скучным и существовала гарантия результата в конце. И, наконец, 10-й пункт– они знают свои цели. Ленивые люди не спешат и не прыгают от одного дела к другому. Они знают, как сосредоточиться на своих собственных целях, а не на тех, которые навязываются другими людьми. Они просто слишком ленивы, чтобы обращать внимание на приоритеты других людей. Множество людей постоянно паникуют, их внимание кто-то или что-то отвлекает, и они не в состоянии своевременно и адекватно решать задачи. Ленивые люди имеют меньше забот и спокойно делают свою работу, распределяя свое время и выполняя задачи последовательно. Кроме того, они зачастую тратят гораздо меньше времени для достижения своих целей, чтобы скорее расслабиться. Если тема понравилась, подпишитесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Напишите в комментариях, могут ли лентяи добиться лучших результатов, чем трудоголики. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых встреч. Пока-пока.